слушать тем, кто, а, например, присоединится к нам, да. Вот. Ну, в общем-то, наверное, погнали, ребят, да? Все, Кибертон АМ-сессию запускаем. Андрей, ты на связи? Так, Алло, да-да-да. слышно? Мгм. Да, слышно. Да, я на связи. Всем привет. Окей. Так, щас, секундочку. Ну, вроде все. Не будем мы, наверное, ждать, слишком долго, потому что чё томить? Собственно говоря, давай начинать. Я думаю, что те, кто захотят присоединяться, я запись включил, так что если кто-то не присоединится, ничего страшного, будет возможность послушать АМА-сессию в записи. Так что, думаю, давай будем начинать. Это был, сигнал, то, что мне нужно приступать, или ты еще Да-да-да. сделал Я анонс? думаю, что да. Давай вот в общем пройдемся по нашей концепции. Да, вот у нас, много вопросов много не поступило, друзья, к сожалению, но все равно вопросы от, игроков есть, поэтому мы, наверное, начнем прям так рассказывать про концепцию, заодно параллельно отвечая на вопросы. Давай, Андрюш, тогда начнем. Да, хорошо. Всем еще раз здравствуйте. Рад, что мы собрались вот на нашей первой АМА-сессии, и где мы можем так пообщаться в таком узком кругу. Пока что, надеюсь, нас очень скоро станет во много раз больше. И мы будем дружной семьей. Ну, в общем, сейчас у нас будет такой как бы ознакомительное общение, АМА-сессия, и где вы можете задать свои вопросы. Но начну с того, что, как сказал Александр, как там сказал, разработчик или владелец, но на самом деле еще Александр поскромничал, потому что он также является единым вдохновителем вот этого приложения, скажем, этой концепции. Вот мы много созванивались, мы много рассуждали, что лучше сделать, чего не нужно делать на основании полученного опыта в других таких приложениях, да, ТМАшках. Вот, но немножко, с вашего позволения, чуть-чуть зайду с истории, с чего все началось. Вот, у меня там есть далекий опыт в разработке игр, вот, и довольно-таки успешный опыт. Там во ВКонтакте у меня еще там в 2009 году играло порядка там 600 тысяч пользователей в игру. Был различный опыт в IT-направлении и также в крипте. Как говорится, опыт есть двух видов. Есть как там, полезный, да, а есть приятный. Вот, поэтому у меня опыт двух видов присутствует в крипте. Я думаю, что сегодня у каждого из нас здесь собравшихся такой опыт присутствует. Но были и фонды инвестиционные, скажем, по там, созданию портфелей в крипте, и различные были там и фьючерсы, я думаю, мы все фьючерсы проходили. Но как-то вот из-за этой волатильности и нестабильности в плане крипты, что она постоянно то булраны, то там медведи прям целыми стадами нападают. Вот у меня появилась такая идея, ну она не новая идея, это не моя идея, но она пришла в голову, чтобы пойти в направлении GameFi. Вот, соответственно, мы разработали игру. Я пока не буду ее озвучивать, хотя, наверное, уже некоторые слышали об этой игре, и Александр о ней очень хорошо знает. Почему озвучивать не буду? Потому что у нас пока не на ней фокус, и чтобы не было там определенных вопросов из-за того, что мы закрыли сейчас там регистрацию, и у нас порядка там 3000 участников, которые там успешно тестируют, до сих пор они там тоже, кто-то зарабатывает, кто-то проводит стримы, у нас есть и стримеры тоже вот нашей игры. Вот, но, собственно, мы, когда начали запускаться, мы запустились в такое специфическое время, когда Notcoin показывал свои головокружительные, скажем, достижения. И, соответственно, с простых там веб-игр, ну, у нас и на Web Store есть, и в Google Market, да, Google Play игры, но все переключились непосредственно на тапалки. Тапалки, ноткоины, там еще всевозможно разные. Но они действительно собирали
очень большое количество пользователей. Это, опять же, я вам не открою какую-то там страну, вот, вы все это прекрасно знаете. Поэтому мы немножко решили наше основное направление поставить на паузу, плюс мы воспользуемся этим временем для того, чтобы максимально протестировать, чтобы все работало четко, без багов, и добавить определенные режимы и механику, чтобы было еще интереснее играть вот в ту игру. Там, я повторюсь, там тоже криптоигра, play to earn, там NFT-персонажи, там можно зарабатывать, там можно сражаться, турниры и так далее и тому подобное, но вот мы поставили акцент на создании так называемой тапалки, да, ТМАшки, чтобы привлечь, ну, никому, ни для кого не секрет сегодня, что приложение за максимально минимальное время привлекают очень большое количество аудитории. Да, окей, эта аудитория не всегда качественная, скажем, в плане того, что очень много лентяев, которые вообще абсолютно ничего не выполняют, просто там тапают, не понимают даже, что такое крипта, как зарабатывать, что такое airdrop, что такое там листинги и так далее. Очень большое количество ботов тоже. Все эти фермы, да, мы видели очень много в инстаграмах, в тиктоках, когда там ставят там целые фермы и так далее. Ну, в общем, это все лирика. Но наша задача была, чтобы с помощью привлечения аудитории, не была, она и есть, и является сейчас на данный момент, что при привлечении большого числа пользователей, участников, мы можем как раз-таки дать возможность сегодня использовать те инструменты и то вот уже привыкшее состояние, когда заходишь в тапалку, тапаешь там, у нас свапалка, да, если так говорить о механизме майнинга этого токена. Ну, у нас не токен, скажем, у нас это пока так поинты, как мы их называем, вот, потому что будут токены, когда мы залистимся, а мы будем листиться. Вот, к этому мы немножко позже вернемся. Так вот, чтобы с помощью незамысловатой, не такой витиеватой механики дать возможность участникам ознакомиться вообще и с криптой, и с нашей концепцией, с нашей механикой на сегодняшний день и в будущем, и то, что касается игры, мы к ней вернемся позже. Это все мы будем на АМА-сессиях проводить, мы будем также материалы определенные предоставлять вам, чтобы люди, участники, которым будет интересно с нами дальше двигаться, чтобы они были полностью вооружены всем спектром наших идей, концепций, вот, и какие у нас цели. Так вот, как говорится в фильме, как сказал классик, короче, Склифосовский, подходя к нашей тапалке, к нашему кибертону, то есть вот этот кибертон, мы хотим создать ценность этому кибертону, помимо того, что мы даем возможность заработать здесь и сейчас с помощью вот реферальной программы, с помощью приобретения определенных там бустов и автопилота, то есть ценность кибертона будет заключаться в том, что помимо листинга, тот, который будет там у нас по дорожной карте в феврале, есть еще возможность полученный кибертон с помощью системы P2P. Ну, если кто не знает, не понимает, P2P – это когда от человека к человеку происходит продажа. Ну, в нашем случае это будут верифицированные участники, и мы за них будем, как говорится, там, давать определенную гарантию, что вот этот самый кибертон можно будет на внутреннем маркетплейсе продавать участникам, которые будут играть вот в игру. То есть та игра, которая сегодня есть, она будет рекламироваться, мы ее будем пушить по всему интернету с помощью там App Store, с помощью Google Play Market. Они столько раз название меняли, я уже запутался, уже забыл, как там называется на данный момент, в данное время. В общем, будем через различных инфлюенсеров, через блогеров. То есть мы будем как обыкновенную игру ее раскручивать, и при этом даже в нее будут играть люди, которые никогда не сталкивались с криптой, которые даже вообще не понимают, что такое крипта. И, ну, может, слышали, разумеется, слышали. Сегодня, я думаю, может, где-то там в далекой Африке кто-то не слышал, что такое биткоин. А, в принципе, люди, у которых есть интернет и элементарные там смартфоны, они, конечно, разумеется, знают, что такое биткоин. Так вот, мы будем ставить акцент непосредственно на сам геймплей, непосредственно на турниры, на рейтинговую систему, которая будет включать в себя поощрение игроков. То есть всевозможно разные механики, которые сегодня присутствуют в играх и создают интерес, создают интерес пользователей максимально
ну, проводить время и быть вовлеченным в игру. То, что сейчас там танки, там еще какие-то либо. Вот, я думаю, каждый из сегодня присутствующих играл или играет в какую-либо игру. Ну, как минимум знакомые где-то там и вливали какие-то деньги. Так вот в нашем случае то же самое будут скины, различные бусты, ну, предметы, которые нужно будет покупать на маркетплейсе. В магазине, вот когда вы заходите в какую-то игру, там есть магазин, вы что-то там для себя покупаете. Вот точно таким же образом у нас будут продаваться такие предметы за кибертон. И кибертон так просто нельзя будет приобрести. То есть его нужно будет просто на маркетплейсе покупать через систему P2P. И именно продавцы вот этого кибертона будут сегодняшние участники, те, которые намайнят кибертон. Это я вам сейчас озвучил такую нашу глобальную далекую цель, ну, ради которой, как говорится, там, мы здесь сегодня все с вами собрались. Дальше также у нас там планируется листинг, то есть все вот эти, все эти инструменты, все возможности, которые сегодня существуют в плане экономики, в плане монетизации каких-то проектов, мы также это все будем использовать. Но перед этим, следующим нашим шагом в кибертоне непосредственно, в самом приложении, это покупка NFT. Мы будем минтить, прошу прощения, мы будем минтить нашу NFT-коллекцию на GitGames, и приобретая вот эти самые NFT-шки, можно будет майнить еще больший кибертон, ну, с еще большей скоростью, так скажем, и при этом также можно будет майнить тонн. То есть это, конечно, не будет там 70 миллиардов там за 2 дня, но как бы здравые, адекватные возможности монетизировать свою NFT, свой аккаунт, так скажем, мы будем предоставлять каждому участнику. И эти NFT-шки, они также будут покупаться за кибертон, то есть должно быть на счету у участника определенное количество кибертона, он открывает себе слот внутри приложения, и вот в этот самый слот нужно будет поставить NFT-шку, которую он может приобрести на GitGames. Повторюсь, это будет давать участнику дополнительный буст для майнинга кибертона и также тона. То есть он будет также вот майниться условно, как сегодня компоненты. Вы видели, да, может не все понимают сегодня, не все знают, то компоненты, которые у нас случайным образом выпадают на поле и их собирает туда доминатор, то собрав 153 уникальных компонента, вы получаете NFT вот в нашей игре, основной игре. Система запоминает вас, и когда мы открываем вот наш следующий шаг по дорожной карте, вы получаете платную NFT за счет того, что вы собрали эти самые компоненты. Вот, к тому у нас еще, к тому времени мы также еще добавим определенные механики в нашем сегодняшнем приложении, где будет и система кланов, также будет рейтинговая система, которая уже сегодня присутствует, она уже интегрирована, но мы ее усовершенствуем, и тоже будут определенные плюшки, определенные бонусы за счет того, что у человека будет высокий рейтинг в нашем приложении. Вот. Ну, еще ряд механик будем внедрять для того, чтобы действительно было интересно. Интересно и прибыльно. И, кстати, я так скажу, у нас в игре реализовано, и сейчас мы реализуем также в приложении, у нас 2 направления. То есть у нас геймеры и инвесторы, ну, бизнесмены, предприниматели, инвесторы, геймеры. То есть мы будем учитывать и уже учитываем интересы тех людей, кто обладает большим количеством свободного времени, вот, и они там играют, у них есть возможность играть, у них есть возможность там максимально долгое время находиться в интернете, им возможность заработать. И, соответственно, тем, кто не любит играть, скажем, или у них там нет времени просто этим заниматься, для них также будут определенные инструменты, с помощью которых они смогут зарабатывать, не проводя время, ну как не проводя вообще, это, скажем так, не получится, но условно там минимальное время, потратив минимальное время, получить доход, так скажем.
Вот, я 16 минут сейчас попытался нарисовать картину. Да. Может, вопросы какие-то наводящие, чтобы я вот актуальные моменты, те, которые максимально там сейчас непонятны, мы можем пойти там в ключе. Так, да, давайте мы сейчас позовем, вот у нас CryptoBits, да? Я не знаю, как зовут человека. Человек тянет руку. Пожалуйста. Привет всем. У меня, смотрите, вот пару вопросов есть по поводу примерно планирования Marketplace, когда будет открытый внутренний, да, и, собственно говоря, как будет осуществляться, получается, переход на игру самого, змейки этой. Да. Да, вот, ну, человек уже, наверное, в курсе. Благодарю за вопрос. Он, кстати, очень актуальный. Его очень часто меня спрашивают. Вот, и человек, наверное, уже в курсе про эту змейку. Да, это у нас аналогия, референс змейки, но с очень хорошей легендой такой и запаковано очень красиво. То есть у нас будет целая такая культура, индустрия, в общем. Да, вот этот важный момент, который мы контролируем, и почему, собственно, мы сейчас поставили на паузу вот эту самую змейку, потом по той причине, чтобы у нас сохранилась реферальная программа, то есть те рефералы, да, та структура, которая сегодня формируется благодаря реферальной ссылке, чтобы она же и сохранилась в самой игре. То есть мы сделаем некий мост, и когда мы оповестим, что вот мы уже, скажем так, сколлаборировались, скажем, прошу прощения, тогда будет озвучено. И смотрите, такой момент может там, допустим, реферал зайти раньше спонсора, да? Ну и как раз-таки вот этот момент будет учтен, что будет даваться там время, будет даваться возможность, что если там спонсор, допустим, ну где-то отдыхал или там болел, не знаю, по какой-либо причине он зашел позже, чем реферал, то все равно сохранится последовательность, ну, подключения по реферальной программе, она сохранится. Потому что, ну, кого-то триггерит, кому-то не нравится там реферальная программа, но тем не менее, ну, сегодня там даже уже банки используют там реферальную программу. Это, ну, это нормально, когда человек там сделал какую-то рекламу и на этом, ну, рекламу проекту, любому проекту, и на этом заработал. Поэтому в нашем случае реферальная программа, она важна. Важна, потому что также с помощью реферальной программы у нас зарабатывают участники. Так, Может, по поводу вот реферальной программы, ну, чтобы люди понимали. Может быть, не все понимают, ну, значит, основной концепции здесь, в принципе, вот в Кибертоне, ну, одной из основных концепций, это реферальная программа. Понимаю, что, опять же, таки правильно Андрей сказал, что не все любят это дело, но, тем не менее, мы сейчас уже все знаем, что мы можем приглашать друзей, и когда там друзей приглашать непонятно зачем и почему, то это одно. А у нас сделано таким образом, что вы можете, ну вот у вас ползают, точнее, вы должны сами двигать эту вот самую змейку, да, в Кибертоне, чтобы собирать эти монетки, да, Кибертона. Ну, вы можете включить автопилот. Первый автопилот включается на 2 часа за просмотр рекламы, но потом вы можете устать смотреть рекламу или там каждые 2 часа входить в игру тоже кому-то напряжно. Поэтому мы придумали дальше, что вы можете это делать за тоны, да. И вот когда вы это делаете за тоны, то вы, соответственно, ну, инвестируете на, ну, как бы в нашу игру, развиваете, во-первых, а во-вторых, 50% вот этой инвестиции расходятся как бы, ну, по вашим рефералам. То есть, ну, вы под кого-то подписаны, ну, под вами кто-то подписан, соответственно, 50% вот от этой инвестиции уходит на вознаграждение, ну, вас и ваших рефералов. Вот, и это очень важно понимать, то, что сейчас у нас единственное, тут есть такой косячок, у нас там баг, у нас не показывается, к сожалению, пока. Ну вот, например, я там сразу, ну, купил на 10 тонн, потому что я знаю, что мне париться, 10, ну, 100 дней я могу вообще спокойненько себе, я качнул там, ну, бусты, качнул хранилище на 12 часов, я просто раз в 12 часов захожу в Кибертон, собираю, соответственно, ну, Кибертоны свои и, ну, части доминатора, и все, и мои рефералы подо мной подписаны, они приносят мне денежку, и, кстати, уже появилась кнопка на вывод, ну, тона у нас, соответственно, если вы 1 тонн таким образом заработали от 1 тонны и выше, вы можете вывести уже по смарт-контракту. Вот, так, Андрей, да, все, я тебе еще слово передаю.
Да-да-да. Марат, сейчас видим твою руку поднятую. Я, да, вот скажу по поводу этой кнопки, которая появилась на вывод. У нас она не сразу появилась. Ну, по запросу можно было делать, но нам нужно было убедиться, что то, что мы сделали, оно работает исправно. Потому что, как вы понимаете, ну, на 100% невозможно ничего сделать. И все вот в процессе тестировки, в процессе уже в онлайне, в режиме реального времени, ну, до конца проверяется, что ли, или утверждается, что действительно так работает. А по поводу автопилота сейчас, вот то, что Александр сказал, как баг, не совсем баг, у нас больше это как ну, просчет в плане того, что у нас произошел конфуз, когда участник покупает два пакета или как два варианта автопилота. И программа не понимает, какой из этих автопилотов показывать, что вот у участника приобретен автопилот, и какой на данный момент показывать, если он купил два, допустим, сразу. Мы сейчас это сделаем с помощью таймера, буквально вот с будничных дней, вот с понедельника, там, в течение дня-двух, мы сделаем таймер. То есть если даже вы купили там 70 этих автопилотов разных, то будет суммироваться время и выводиться там как раз вот ну, на плашечке автопилот будет показываться, сколько у вас осталось до конца автопилота. Ну, соответственно, вы будете понимать, да, сколько, какой у вас сейчас работает и какое общее время. Там Марат хотел что-то спросить, сказать. Да, Марат, давай я тебе... Да, ребят, всем привет. Я подключился, конечно, немножко поздновато, но я услышал про реферальную систему, мне сразу понятно, какой был вопрос. Вот, ребята, знаете, вот я очень много уже лет нахожусь в инфобизнесе, и реферальная система, она была всегда. То есть реферальная система это не подразумевает именно пирамиду. То есть это multi-level market, MLM, то есть MLM. Она есть везде. Сейчас Альфа-банк делает свою реферальную систему в 3 линии глубины. Они понимают этого? Они понимают то, что от этого зависит развитие компании. Вот. И поэтому, да, это я предложил сделать реферальную систему в этой системе, как бы Кибертон, для того, чтобы все больше и больше людей присоединялось. Это вызывает интерес именно сетевиков, людей, таких как я. Я сетевик с большим стажем, более 17 лет. И поэтому это также, если компания будет развиваться, будет успех. Если она не будет развиваться, успеха не будет. А чтобы она развивалась, всегда нужно какое-то вознаграждение, какое-то поощрение за твои труды. Вот, поэтому это нормально, друзья. Реферальная система везде есть она. Даже в банках. Ну, вот я вам просто пример привел. Есть там проект свой в Альфа, там 3 уровня глубины. Во-первых, здесь ну, такая система, то что вложений больших не требует. То есть вас заставляют вкладывать миллионы, кредиты брать и как там всяких Финика, Антарес, вот реальных пирамидах что-то, ну, чтобы заработать. Здесь нет такого пассивного дохода. Здесь вы зависите от себя, от своей активности. То есть это не может быть пирамидальной системой, где есть какой-то пассивный доход от того, что вы ничего не делаете. То есть это уже, то есть у кого вопрос был про реферальную систему, то это нормально. В любой игре, любой play to earn игре, она есть, она будет для привлечения все больше и больше аудитории, для интереса в первую очередь. Вот. Да, ну у нас... Остальное да, Мгм. Да, остальное Марат, ну, у можете нас здесь как бы, я смотри, у нас сейчас договорю, я за сорян, это да, говори.
Вот. Остальное, ну, вот просто вот принимайте это как за донат. Вот люди играют в World of Tanks и покупают танки, ну, там, грубо говоря, за сотни долларов. Люди играют в другие игры, покупают оружие, там, все такое за сотни долларов, прям самые крутые. Вот, поэтому это нормально, поэтому не нужно к этому как бы относиться прямо вот так. О, финансовая пирамида. Нет, это не финансовая пирамида. Здесь все нормально. Да, совершенно верно. Но у нас основной акцент у нас, конечно, у нас присутствует реферальная программа, партнерская программа, по-разному кто как называет, но основной акцент это у нас на геймплей, это на продукт, это непосредственно на ту возможность, когда человек с помощью своих сил, с помощью своего времени, там, своего усердия может вообще не вкладывая в принципе, ну, кроме своего времени, хотя время это тоже... Алло, что-то... Так, Андрей, давай еще скажем, тут вот вопросы, ребята хотят задать. Так, еще CryptoBits хочет вопрос задать, руку тянул. Давай. Да. Ребят, вот у меня вопрос вы так не ответили по поводу маркетплейса внутреннего. Как он будет, в принципе, встроенный? То есть, да, по определенному, допустим, количеству нафармленных кибертронов он откроется, либо у вас какая-то есть определенная дата, к которому он будет готов. Вот. И как он будет, в принципе, реализован, это весь процесс, то есть с одной игры в другой, я так правильно понимаю? Да, приблизительно так же у нас дело в том, что у нас уже есть marketplace, вот в игре он у нас присутствует. Нам нужно будет просто сделать вот условно этот мостик между игрой и между приложением. Поэтому то количество кибертона, которое находится в приложении, оно также будет отображаться и в самой игре. Первым этапом это у нас будет GetGames. То есть мы разместим, как я уже сказал, свою коллекцию на GetGames, и это не совсем marketplace, но это уже что-то приблизительное, когда человек, участник сможет монетизировать, свой кибертон, свой намайненный кибертон. Это вот этот такой первый момент, это переходной момент в сторону маркетплейса. И когда уже у нас будет достаточно большое количество участников, у нас нет конкретной даты, вот, но это будет осенью. То есть у нас будет осенью, где-то ближе к где-то середине осени у нас будет реализован уже этот marketplace. И когда уже, повторюсь, да, когда уже, это самая тавтология, в тот момент, когда вот это наша комьюнити, основной костяк наших участников, мы будем собирать еще вот лидерский состав, и мы будем там четко принимать решение, чтобы это было не просто мы так хотим. Смотрите, вот мы так хотим, мы это знаем, вот у нас уже большой опыт, и вот живите по нашим законам. Используя и то мнение участников, те идеи, которые будут звучать там с вашей стороны, мы будем это учитывать. Поэтому мы сделаем максимально, вот, чтобы это было, как говорится, user-friendly, чтобы для всех было интересно, понятно, доступно, вот, и игнорируя, ну, удаляя всякие вот непонятные вещи, которые могут присутствовать, когда они советуются с участниками. Так, Андрей, так, тут у нас еще Q хотел, куда, кстати, Q делся? Только что был, он поднял руку и убежал куда-то. Так, CryptoBits ответили на твой вопрос или еще хотел что-то добавить? Да, в принципе, ответили. Ну, как я понял, то, что Marketplace будет общий на 2 игры, просто соединены в одним, двумя мостами. Да. Да, совершенно верно. Все, спасибо, я вас понял. Благодарю за вопрос. Так, Данил, вот, у нас Данил Трайтона. Сейчас разрешите говорить. Данил, слушаем тебя, вопрос твой. Приветствую. Да, я случайно нажал. Я просто залетел послушать. Окей, хорошо, ладно, отлично, отлично. Мало ли, может, был вопрос какой-то. Так, вот Влад еще, Влад у нас хочет спросить что-то. Влад, слушаем тебя. Да, приветствую. Приветствую. Хотелось бы спросить, а по проекту уже натальная карта готова?
Это то, что мы сегодня как раз обсуждали и с Александром. Да. Она готова, да, она готова, но мы выкатим ее на следующей неделе. Мы до конца ее там прописываем, потому что мы хотим сделать, знаете, не просто сделать какую-то там замануху, вот смотрите, а потом в течение всего развития проекта ее там по 1000 раз менять. Мы хотим четко выбрать стратегию, по ней идти, и вот до конца мы сейчас все поставим над буквой «Ж», поставим все вот на следующей неделе и выкатим это все. Так, Влад, есть еще какие-то вопросы? Нет, спасибо большое за ответ. Да, хорошо, хорошо. Так, там еще руку тянут у нас Take M. Сейчас я включу, секундочку, секундочку. Все. Take M. Вопрос какой? Так, ждем. Так, Take M Take M. придумал, они опять. Он слушает. Take M. Ну, тут так написано просто, со звездочкой. Да. Да. Мы ждем от тебя вопрос. Ты же руку поднимал или случайно? Ну, может, случайно. Так, еще раз Влад руку поднимает. Ну, Влад, тогда сейчас тебе пока дадим слово. Влад, тогда пока ты скажи. Я случайно, извините. Да, тоже случайно. Так, отлично. Ну, и вопросы, ребят, вопросы. Ждем ваши вопросы. В принципе, пока ждем, могу кое-что там озвучить из того, что мы еще хотели озвучить. Тут вопрос нам задавали, да? Ну, скажем, вот по поводу рекламы, вопрос то, что вот, ну, мы вам, ну, как бы, ну, то, что вот рекламы много, что нужно ее смотреть, что с этим делать и вообще как с этим жить. Ну, смотрите, мы на самом деле не то чтобы такие злые и хотим, чтобы вы упоролись на рекламе. Во-первых, ее можно, ну, не смотреть. Я расскажу сейчас чуть позже. Для начала могу сказать то, что рекламу мы построили, чтобы наши серваки всегда работали, чтобы сколько вас много не стало, короче говоря, чтобы серваки работали по-прежнему. А во-вторых, я, например, рекламу уже не смотрю. Я просто апнул все бусты до уже апки на тон, ну, то есть когда уже за тон начинают они, там с какого-то уровня, дальше, ну, бусты нужно, ну, апать только за тон. И все, там реклама кончилась. Ну и, соответственно, я себе купил автопилот, и рекламу я тоже не смотрю. Так что реклама, она до определенного времени. И, в принципе, вы ее посмотрите, но когда вы уже апнете свой кибертон, то у вас уже ее не будет просто. Вот, ну, соответственно, вот по поводу рекламы, хотел сказать. Так, есть рука, вижу, сейчас, секундочку. Так, хард-тест у нас хочет задать вопрос, слушаем. А когда деньги дадут? Когда деньги дадут? Хороший вопрос, замечательный вопрос. Ну, деньги дадут, в принципе, практически сразу. Смотри, если ты еще послушал, на самом деле у нас игра такая реальная play to earn, то есть мы на самом деле прямо сейчас начали играть, и если, например, ты, ну, бравый такой товарищ, который может пригласить друзей, и друзья вот устали, например, смотреть рекламу, и взяли и купили что-то за тон, то тебе вот, ну, там у нас есть 5 уровней реферальной программы, и я сейчас точно тебе не скажу, ну, какой-то процентик, вот до 50%, короче говоря, у нас реферальная программа вознаграждается. То есть, если ты привел друзей, они что-то потратили в тонах, то тебе, соответственно, часть этого тона упала на кошелек. И как ты только 1 тон накопил, ты можешь их выводить. Да, ну тут, кстати, Александр, я тебя добавлю немного. Тут, смотрите, тут нет вот этой пирамиды, нет вот, скажем, вот этой «приведи друзей, заработай на них». Мы даем возможность комфортнее, лучше майнить кибертон, быстрее, комфортнее, лучше. И за счет этого мы делимся с теми, кто, ну, делает нам рекламу, грубо говоря. То есть тут нету четких каких-то ограничений или условий, что только так и никак иначе. Участник может, даже ничего не вкладывая, майнить, ну, комфортно, все хорошо, все замечательно. Та же самая реклама, ну, давайте как без фанатизма скажем, мы тоже не совсем альтруисты, и у нас не благотворительная организация, чтобы просто так раздавать людям деньги. То есть если вы хотите получить какие-то дополнительные бусты, мы готовы им дать. Вам всего лишь просто посмотреть рекламу. Вам не стоит это ни одной копейки, а времени займет там, ну, не знаю, секунд 30, может, максимум минуту займет. Но мы при этом даем бусты, чтобы вам быстрее фармился вот наш токен. Вот, и при этом, я говорю, чтобы было вин-вин. Да? Давайте играть по принципу вин-вин. Вам интересно, и нам то же самое должно быть интересно. Ну а дальше, вот как сказал уже Александр, если хотите супер ускориться, там, скажем, сесть на ракету, вы можете купить за тон бусты. И при этом
получит приятное вознаграждение небольшое, там, ваш спонсор, ваш друг, который вас пригласил в этот проект. Я считаю, это то же самое. Ничего здесь криминального нет и пирамидального такого, что там кто-то на ком-то зарабатывает, то же самое отсутствует. Да, хард-тест. Есть еще вопросы? То есть вся игра в основном построена на реферальной системе? Безусловно, нет. И 100% нет. Абсолютно. Я же только что вам попытался это объяснить, что вы просто пришли в проект, вы фармите, даже вы без друга пришли, просто нашли в интернете где-нибудь там в Телеграме, вы зашли, пожалуйста, вы собираете кибертон, не нужно приводить друзей, там обязательных условий у нас нет. Просто мы вас вознаградим, мы дадим вам бонусы, если вы кого-то пригласите. Но если нет желания, если у меня есть такие знакомые, которых раздражает там реферальная программа, которые там ненавидят MLM, там пирамиды и так далее, они имеют на это право. У нас есть условия для таких людей то же самое, вообще без проблем. Вот. Так что нет, у нас нет обязательных условий, чтобы реферальная программа была. Да, как Андрей уже говорил, то, что здесь и сейчас как бы вы можете просто сесть, начать играть, да, и зарабатывать кибертон, потому что впоследствии мы собираемся кибертон, в ближайшее время монетизировать даже раньше, чем он выйдет на бирже. Вот, но у нас будет marketplace, где можно будет за кибертон покупать всякие бусты и всякие скины и так далее для уже больших доминаторов, для змей. Так, хардтест, есть еще вопрос? Нет, все понятно. Да, спасибо большое за вопросы ваши. Глобал опять снова тянет руку. Кто тянет руку? Global, Все, да? вижу. Правильно? Да, сейчас. Я извиняюсь, если я неправильно назвал. Да, но тут так написано, так Бобл или как правильно. В общем, мы вас слушаем, ваш вопрос. Да, всем привет. У меня, в общем, такой вопрос. В рейтинге есть вкладка «Планеты». Что это и с чем едят? Спасибо. Большое вам благодарю за ваш вопрос. Я, кстати, этот момент упустил. Это очень важный момент. Я его вскользь озвучил, но не поставил на нем акцент. Эта система будет у нас, система, кланы, в общем, клановая система, то, что сейчас в приложениях часто называется сквады, да, вообще это будет клановая система. И вот планеты, у нас лидер клана, он будет этим самым председателем планеты. Вот, и планеты будут сражаться между собой, соответственно, дополнительный кибертон, те же самые тоны будут. У нас будет турнирная сетка, где будет определяться победитель. То есть вот эти все эти механики мы со временем будем интегрировать. И планеты пока, да, не нажимается, но это подразумевается вот как раз рейтинговая система планет. Уверяю вас, будет очень интересно. У нас есть в этом очень большой опыт. Может, частично, это, наверное, будет слишком амбициозно и очень громко сказано, но в какой-то степени будет какой-то там киберспорт какой-то, вот так скажем. Спасибо большое за ответ. Я бы хотел тогда дополнить. Да. Система кланов, ПВП, и будет ли ПВП присутствовать? Да. То есть, там 1 на 1, 3 на 3 и так далее. Разумеется, да. Смотрите, у нас... Я как бы обещал не называть, но у нас есть игра, которая вот эта змейка, уже кто-то, один из участников озвучил, змейка, которая у нас подразумевает там даже режим PUBG, да, PUBG, там по-разному называют, Fortnite, Королевская битва там в Call of Duty. То же самое предусмотрено у нас в полноценной игре, вот то, что у нас изначально было запущено. А в приложении у нас будет такая простая версия, для того, чтобы, как вот типа таймкиллер, вы сидите в метро где-нибудь или в машине стоите там в пробке, можно было быстро поиграть. Либо тем, кто действительно там заходит в этот момент, они могут там прям аж PvP-шиться очень серьезно, скажем, на этом зарабатывать. Мы вот эти моменты будем сначала внедрим такой простенький режим, и вот я слышу, судя по вашему самому вопросу, вы понимаете, наверное, в играх, и мы будем устраивать тоже какой-то такой консультационный клуб, где мы будем перенимать опыт или брать какие-то идеи, чтобы делать геймплей максимально интересным. Но это больше будет уже касаться тех, кто любит играть, да. Вот, те, кто не любит играть или нет времени, мы для них то же самое дадим механику зарабатывать по-другому. Все, спасибо, доступно и понятно. Всего хорошего. Да, благодарю очень, благодарю за вопрос. Так, ребят, у кого еще есть вопросы?
У меня еще один Здравствуйте. вопросик появился. А, вот, да. Да-да-да, ТКМ, слушаем вас. А, Влад, Да. Влад первый, да, сказал? Ну, я могу пропустить. Не, давай, уже говоришь. ТКМ подождет немножко еще, да, немножко? Подождешь, ничего страшного. Влад, давай, скажи, что ты хотел сказать. То есть ваш токен базируется, грубо говоря, на блокчейне Тон, правильно? Совершенно верно, да. Ну, будет базироваться. У нас сейчас это больше как point идет, но да, у нас будет на тоне. И мы будем делать мост. Основная игра наша, она на БСК, БСЦ, да, кто там, как называют, короче, на Binance, другими словами. Вот, но мы будем делать вот как раз тот самый мост, и приложение наше в Телеграме, оно базироваться будет на тоне, да. А с листингом вообще на каких биржах он будет? Это еще не обговаривали? У нас где-то там заоблачно, ну я пока не буду называть, там есть у нас еще 3 биржи, с которыми мы говорим, но на данный момент это OKX. То есть мы уже на данный момент общаемся, вот, и у нас очень хорошо проходит разговор, переговоры с OKX. И ориентировочно это на февраль мы планируем. Так, Влад, все, Здравствуйте, вопрос. уже Да, уже ТКМ, задали. да. Да-да-да. Извиняюсь, слушаю. уже задали насчет листинга. Насчет листинга? Да, красавчики, извиняюсь. Ничего страшного. Ну, смотрите, можно я такую ремарочку небольшую сделаю? Ну, для меня она важна, она меня просто триггерит постоянно, что по поводу каких-то имен сильных, больших, и по поводу там бирж, скажем так, ну, имена, вот сколько, я не хочу называть, я не буду там кого-то оскорблять, и я не имею права такого осуждать, но я думаю, что у всех у вас есть опыт, когда использовались имена там Билл Гейтс, там Майкл Джексон, там кто угодно, вот, но эти проекты, они скамились, да, то есть будущего у них никакого не было. Это первый момент. Ну, это, конечно, я не оправдываюсь этим. У нас есть опыт, как у команды, которая в криптоиндустрии, в IT-технологиях разбирается достаточно на высоком уровне. То же самое, как и гейм-девелоперы, да, гейм-дизайнеры у нас тоже очень мощные ребята. Вот. И второй момент – это по поводу бирж. Скажем так, у каждого есть своя цена, ну, у каждого. Вот. И для того, чтобы договориться с биржей, есть какой-то там инвестор, не знаю, есть какой-то фонд, и это всегда можно договориться, и потом обкэшиваются, скажем, об тех самых хомячков, да, вот если есть такой план, если есть такая цель, стратегия. Но договориться с любой можно биржей, даже если идея вообще отстойная. Но если идея хорошая, и если идея собрала вокруг себя большое количество комьюнити, большая аудитория, то биржи сами будут приходить со своими предложениями. Я не говорю, что они будут бежать там спотыкаться как-то, но когда приложение, когда какой-то проект о себе заявил должным образом, показал свою экологичность, да, то биржа, любая биржа даже сама придет. Конечно, там, ну, какой-то придешь сам, там по-разному, разные бывают ситуации индивидуальные, но, в принципе, по большому счету, когда проекты говорят, что мы там уже заключили с кем-то какие-то договора, ну, это не факт, что это прям большой плюс вообще для проекта. Да, это классно, конечно, прикольно, но это не тот показатель, который должен быть краеугольным камнем. Вот, ну, в нашем случае мы уже, да, общаемся, но я считаю, это... мы, знаете, мы можем 10 бирж сейчас там показать, что мы уже договорились, но взяли там и не выполнили свои обязательства, или там соскамились, или еще что-либо сделали. Вот, я хочу просто доказать, чтобы мы показали свою ответственность непосредственно своим отношением к нашим участникам, своему слову, которое сдерживаем, и практике в плане вот этих всех технических моментов, возможности майнить там наш, ну, не токен, ну, назовем это токен, да, но по большому счету это point, конечно, который сегодня фармится вот всеми участниками. Извиняюсь, может, такой спич, это крик души был на самом деле, вот, но я думаю, что где-то я какие-то вот моменты я озвучил и обозначил, чтобы вы там понимали. Так, ребят, у кого есть вопросы, руку тянем. Вопросов больше не осталось совсем. Ну, может быть, у кого-то есть все-таки вопросы. Вот. Но если вопросов, в принципе, не осталось совсем, то, наверное, мы, в принципе, с вами для первой АМС-сессии неплохо, почти 45 минут поговорили. И Да. чтобы не умерли слушать те, кто потом будут слушать запись, мы вас благодарим за то, что вы пришли и то, что вы, ну, озвучили свои вопросы. Мы, на самом деле, собираемся очень тесно общаться с комьюнити, потому что, как Андрей сказал, я вот повторюсь, то, что
мы не собираемся делать как бы эту игру, в ней можно сделать все, что угодно. У нас много механик очень интересных, но мы обязательно будем с вами, хотим быть на более близкой связи, советоваться, ну, в каком-то смысле, чтобы реализовать то, что вам нравится, а не то, что просто мы себе в голову вбили. Естественно, у нас есть четкий план, который мы будем следовать, но вот эти вот какие-то элементы геймификации мы всегда сможем добавить, даже благодаря тому, что здесь есть, скажем, у нас в сообществе есть хорошие геймеры, которые хотят, ну, чтобы наша игра была прикольная, и она воодушевляла, и чтобы они в нее играли. Вот, тем более тут, ну, то есть, да, вот таким вот образом. Андрей, хочешь что-то добавить еще? Нет, в принципе, я как бы все озвучил, то, что мне хотелось бы донести на данном этапе, да, то, что мы можем так озвучить, и те вопросы, которые мне уже в личку писали, и сегодня, которые были озвучены, в принципе, я думаю, такое ознакомление у нас произошло, действительно, чтобы не нагружать. И сейчас участник, который присутствует, который будет слушать, я думаю, что мы можем на этом закончить, вот, а потом как-то обозначить тоже там следующую АМА-сессию, когда появятся какие-то вопросы, вот, и как так, в общем. Да, все, ребят. Спасибо большое всем, кто присутствовал. Это очень приятно было, что столько людей собралось. Благодарим всех, да, спасибо, Андрей, спасибо всем ребятам, благодарим, что вы пришли, и до новых встреч на АМА-сессиях, мы обязательно на своем канале будем об этом извещать. Все, спасибо. До новых встреч. До свидания.